Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом выпуске очень короткий видеоролик. А дело все в том, что я не удержался не поделиться информацией с вами о этом красавце. Это полностью готовый к работе генератор бензовоздушной смеси. И делал я его для моего очень хорошего знакомого. Выполнен этот генератор в стиле минимализма. Здесь нет ничего лишнего. Здесь каждая деталь абсолютно полностью продумана и выполняет свою собственную функцию. Выполнено все из подручных материалов, все, что у меня находилось в мастерской. В общем, из этого генератора получился самодостаточный модуль, который полностью готов к работе, остается лишь только подключить его к сети и наслаждаться работой им. Рама самого генератора выполнена из 15-мм квадратной профильной трубы и покрашена в белый цвет. Сами рабочие узлы покрашены черной краской, а рама белой. Получается такой классный контраст, который прям сходу радует глаз. В верхней части находится ручка. Она необходима для того, чтобы можно было переносить этот генератор. А также на нее наматывается сетевой провод и шланг от самой горелки. Сердцем этого генератора является компрессор от холодильника Ariston. Марку я вам не скажу, потому что как товарищ его принес, он был ржавый, ободранный весь и без масла. Я его подшаманил, подкрасил, залил сюда масло ВГ-100. Масло ВГ-100 это минеральное компрессорное масло. В нем есть как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что это масло работает при высоких температурах, обладает хорошими смазывающими свойствами и намного меньше выплевывается наружу из этого компрессора. Но есть и значительный минус. При минусовой температуре вы компрессор этот не запустите, потому что масло очень густое. То есть он должен находиться в тепле. На сам компрессор я приварил два вот таких вот кронштейна. Они необходимы для того, чтобы можно было сюда для транспортировки ставить саму горелку. Ну и не только для транспортировки. То есть во время работы, если вам двумя руками необходимо перехватиться и сделать какие-либо действия, вы можете зажженную горелку вот так вот вверх поставить, сделать, что вам необходимо, и взять ее, продолжить работать, не выключая при этом компрессор. На сервисную трубку компрессора я впаял автомобильный ниппель латунный. Это необходимо для того, чтобы можно было периодически подливать в этот компрессор масло, потому как эти компрессора склонны выплевывать масло наружу. На вакуумный патрубок я надел бензиновый фильтр от мотоцикла. Это нужно для того, чтобы сам компрессор внутрь не засасывал мусор. И на выходной патрубок я надел бензостойкую трубку. Она оделась на этот патрубок очень плотно, но для надежности я еще стянул эту трубку двумя хомутами. В этой конструкции предусмотрен маслоуловитель. Для чего он здесь нужен? Компрессор от холодильников очень хорошо плюется маслом. И как раз таки этот узел здесь нужен для того, чтобы большую часть масла задерживать и более чистый воздух проходил уже сам бензиновый бачок. Устроен он следующим образом. Это обычная стальная трубка. Сюда уварены две стальные заглушки. В верхнюю часть впаяна медная трубка за подлицо. В нижнюю часть впаян тройничок на глубину примерно в середину этого цилиндра. Внутри самого цилиндра находится самая мелкая губка для мытья посуды, выполненная из нержавейки. Как он работает? Воздух с маслом, проходящий из самого компрессора внутрь этого цилиндра, часть масла оседает на самой губке и стекает по стенкам этого цилиндра на самый низ. Более очищенный воздух уже попадает в сам бензиновый резервуар. Для того, чтобы масло, скопившееся в этом цилиндре, можно было сливать, здесь предусмотрен вот такой винт. Мы его откручиваем, сливаем масло, заодно и можем оценить, сколько масла потерял сам компрессор и залить его обратно. Еще одна трубка тройничка уходит на краник, который находится в самой нижней части, так сказать, импровизированной приборной панели. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы регулировать производительность самого компрессора. Компрессор выдает достаточно много воздуха, который не всегда нужен в работе, и часть воздуха я могу стравливать через краник, тем самым регулируя подачу воздуха в сам бензиновый бачок. Ну и тем самым регулируя производительность самой горелки. Сам бензиновый бачок выполнен по точно такому же принципу, как и в моем генераторе бензовоздушной смеси, который был снят на видео на моем канале. Хотите, можете посмотреть. Это 110-я стальная труба. Были исполнены две заглушки из листовой стали, которые были подогнаны к внутреннему диаметру этой трубы, и было все заварено полностью наглухо. Получился такой импровизированный бачок. Два тройничка. Тройнички выполнены из 6-мм медной трубки и спаяны между собой медно-фосфорным припоем. Вся остальная пайка уже по металлу была произведена при помощи припоя по алюминию. Все ссылки на расходники я оставлю в описании под видео. Заливная горловина – это переходничок на 1/2 дюйма, который впаян в этот бачок.
Закрывается заглушкой на 1/2 дюйма и внутри имеется кожаная прокладка для герметичности. Воздух с маслоуловителя идет на этот тройничок, вниз уходит уже аэратор до самого низа бачка. Внизу он имеет форму круга, в нем просверлено большое количество отверстий диаметром 1 мм. Внутри бачка также имеется большая губка для мытья посуды из нержавейки, для того, чтобы бензин случайно не вспенился и не попал в саму горелку. Все выполнено из бензостойкого шланга и стянуто все это вот такими пружинными хомутами на 8 мм. Две трубки с тройничков идут уже на краник, который находится в самом верху, так сказать, импровизированной приборной панели. Этот краник отвечает за регулировку бензовоздушной смеси. В таком положении он полностью открыт, а это значит, воздух самого компрессора практически напрямую идет с горелки. Максимально бедная смесь. И в таком положении, то есть воздух практически полностью перекрывается здесь, и весь воздух идет через сам бачок. Максимально богатая смесь. Также в этом бензиновом бачке предусмотрена индикация уровня топлива. Выполнена она очень просто. Две медные трубочки впаяны вверх и вниз бачка, а между ними находится бензостойкая трубка от топливной системы бензопилы или триммера, если не ошибаюсь. Уровень топлива очень хорошо читается, и здесь на данный момент залито 300 мл топлива. Бачок вообще рассчитан сразу на заливку 0,5 литра бензина галоши за один раз. Импровизированная приборная панель выполнена из огрызка 60-й квадратной профильной трубы. Я вырезал необходимый кусок, здесь приварил такой вот набалдажник, и все это закреплено к самой раме компрессора и к самому бачку на 4 винта М4. Здесь имеются два краника. Верхний краник — это регулятор бензовоздушной смеси, и нижний краник — это регулятор производительности самого компрессора. Вверху также установлена маленькая кнопочка, которая запускает и выключает сам компрессор. Также этот генератор я решил оснастить вот такой отдельной системой пьезоподжига. Кого интересует, как это было изготовлено, пишите в комментариях. Если просьб и пожеланий будет много, я сниму отдельное видео на эту тематику. В общем, выполнен он в баночке крема для рук. Внизу установлены два неодимовых магнита, которые позволяют эту систему устанавливать к любой стальной поверхности. Имеется медная пластинка для отвода тепла, кнопка и два электрода. В этом случае выполнено по принципу обычного электрошокера. На самом деле штука оказалась очень реально удобная, не приходится теперь по карманам искать зажигалки. Ну а теперь протестируем работу этого бензогенератора. Включаем. Отлично. Это у нас получается максимально сейчас производительность самого компрессора, как мы можем видеть. Производительность достаточно хорошая. Ну и нижним краником мы можем уменьшать производительность самого компрессора до минимума. Сейчас посмотрим, сколько максимум мы можем сделать. Вообще классно. Ну да, можно сделать вообще очень маленькую иголочку. Ну и в принципе можно сделать и большую иголочку. Так, в общем, где-то у нас вот так есть. Ну и на максимум, в принципе, вот так. Не, все-таки хочу поймать самый минимум. Сейчас попробуем. Практически весь воздух с компрессора стравить. Вот так. Вот. Ну да, очень мягенькая иголочка для пайки каких-либо мелких деталюх. Самое прям то. Ну что, классно. Ну и сами вот эти вот кронштейны нужны не только для транспортировки самой горелки, но и опять же, как я уже и говорил, если необходимо перехватиться двумя руками во время пайки, то можно просто тупо ее положить вот сюда вот вверх пламенем
там какие-то манипуляции делать, взять и обратно работать. То есть как бы очень все удобно реализовано. Итак, мои дорогие друзья, компрессор получился, как по мне, охренительным. Моему знакомому должно очень понравиться. Делал как для себя. Спасибо вам за просмотр. Не забываем ставить палец вверх. На сегодня всем пока.